Привет, друзья! Поделюсь еще одним своим хобби. Также я заболел в 2019 году фалеристикой. Это, кто не знает, собирание орденов, медалей, значков всяких. Ну, я решил собрать две бывшие империи, Советский Союз и Германия. Естественно, много медалей там, скажем так, копий встречается, но оригиналы крайне дорогие, поэтому будут встречаться копии. Я сразу хочу вас предупредить, что тут не будет пропаганды фашизма, каких-то вот таких вот, потому что встречается свастика. Это чисто в коллекционных целях. Итак, приступим. Вот у меня такой есть орден Ленина. Это копия, сразу оговорюсь, потому что оригинал стоит около $1000. Это копия, очень близко к оригиналу, но, по-моему, шикарная копия. Можно понять, с чего состоял знак. Тут в оригинале платиновая голова Ленина. Этот весь знак золотой. Орден Ленина — это высшая была награда в СССР. Она вручалась вместе с Героем Советского Союза, если я не ошибаюсь. Давали Героя Советского Союза и вдобавок к этому орден Ленина давали. Далее по старшинству идет орден Октябрьской революции. Вот мы видим крейсер Аврора, серп и молот. Вот такой вот шикарный знак. Далее орден Боевого Красного Знамени. Вот мы видим такой шикарный орден. Он крайне интересно так выгнут здесь. Сам он такой. Рельеф у него очень красивый, вообще шикарный. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ну, это была военная награда. Во время Великой Отечественной войны очень много было награждено людей. Вот мы видим орден Трудового Красного Знамени. Это уже оригинал. Серп и молот, сзади Днепрогэс. Вот такой вот дубовый венок обрамлено, колосья пшеницы. Вот такая вот деталь. Вот такой вот шикарный орден. Очень красивый орден. Просто произведение искусств. Ну, несмотря на символы, понятно, той эпохи. Далее орден Дружбы Народов. Как мы видим, так интересно, в рукопожатии по окружности закомпонован. Вот такой дизайн сделан. Орден Дружбы Народа. Вот такая вот звезда. Далее идет орден Знак Почета. Так и называется. Знак Почета. Вот мы видим шагающих со знаменами пролетариев. Женщина, мужчина. Вот Знак Почета. СССР. Вот такой шикарный орден. Далее орден Трудовой Славы. Вот мы видим такую прямо доменную печь. Серп и молот, Трудовая Слава также в детали закомпонован. СССР. Крайне красивая награда. Вот. По уровню с орденом Трудового Красного Знамени. И Трудовая Слава, по-моему, это шикарные по дизайну ордена. Вообще ордена Советского Союза одни из самых красивейших в мире. Вот орден за личное мужество. Это уже последняя награда СССР. Но как мы видим, здесь СССР отсутствует. Это уже после распада СССР, вот в 92-93 году уже вручалась в РСФСР, по-моему. Такая вот шикарная награда. Так, с орденами пока все. Далее переходим к таким орденам. Это копия ордена Суворова, оригинал. Вообще найти крайне тяжело, но это надо быть олигархом, чтобы его приобрести. Вот как мы видим, Александр Суворов, полководческий орден. Шикарная такая звезда. Далее орден Кутузова, Михаил Кутузов, второй степени. Также шикарный дизайн. Далее орден Александра Невского. Это все копии, но крайне близкие к оригиналу. Александра Невского мы видим вот закомпонованный топор, колчан со стрелами, меч. Александр Невский, что интересно, не было прижизненного портрета. Это сделано с фильма Юрия Эйзенштейна. Александр Невский. Был фильм такой 1938 года. И там с актера, играющего Александра Невского, сделали вот такой вот портрет. Шикарный орден. Далее орден Красной Звезды.
Это оригинал. Вот такой красноармеец с винтовкой. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Шикарный орден. Далее это орден адмиралов, адмирала Нахимова. Вот смотрите, как красиво закомпонованы якори, а? По-моему, вообще бесподобно. Шикарный орден, просто держишь в руке и просто наслаждаешься дизайном, мастерством дизайнеров. Далее орден Богдана Хмельницкого первой степени. Естественно, копия, слабенькая копия, скажу правду, но вот такой вот. Это, кстати, единственный орден в СССР, которая надпись была на украинском языке: Богдан Хмельницкий. Вот мы видим, так шикарно сабли закомпонованы в этом вот рисунке, который идет по кругу. Изображение Богдана Хмельницкого с булавой. Также полководческий орден. Так, далее орден за службу Родине в СССР. Также копия хорошая. Оригинал около 200 евро стоит. Вот мы видим, все рода войск представлены. ВВС, сухопутные войска, морские, вот якорь закомпонован. Вот мы видим ракеты. Также это так называемый краб. Его среди коллекционеров называют вот такое вот название. За службу Родине. Также очень красивый орден. Далее орден Отечественной войны второй степени. Это стандартная награда. Во времена Черненко после войны в 1985 году миллионы были награждений. Сабля, винтовка. Также шикарный орден. Далее медали идут. Медаль Ушакова. Вот единственная медаль с такой вот цепью якорной. Также копия. Хорошая копия, скажем прямо. Адмирал Ушаков. Вот изображение якоря. У оригинала здесь вот номер должен быть прописан. Далее идет медаль за отвагу. Это оригинал. Боевая медаль. Медаль за боевые заслуги. Как мы видим, сабля и винтовка перекрещена. И медаль Нахимова. Также копия, оригинал дорогой. Но копия близкая по изображению к оригиналу. Вот с такими эполетами. Адмирал Нахимов. Вот здесь вот на гурте должен быть номер у оригинала. Якорь скрещенный и парусник. Так, далее. Далее, чтобы завершить с медалями Союза. Здесь немножко затесалось. Так, далее мы видим медаль за трудовое отличие СССР. Медаль за трудовую доблесть СССР. За подвиги давалась. Также медаль за взятие Будапешта. Это копия. То были оригиналы. 13 февраля 1945 года. За взятие Будапешта. Медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Это рядовая медаль. Доступная. И две медали первой и второй степени партизану Отечественной войны. Также хорошая копия. И на завершение хочу закончить. Это, конечно, известная всем награда. Это к СССР не имеет отношения, но тем не менее. Георгиевский крест 4 степени. Копия, сразу скажу. Вот 4 степень, как мы видим внизу. Святой Георгий, инициалы. Это вот номер. БМ, это белый металл, расшифровывается. Вот такая вот шикарная медаль Георгия. Кстати, во Вторую мировую войну были случаи, что люди носили, которые прошли Первую мировую войну, вот вместе, там, например, с медалью за отвагу, вот носили вот такой Георгиевский крест. И никто им не возбранял. И завершает подборочку, это копия медали за ледовый поход. Это уже после революции, еще войска Врангеля. Вот они еще воевали, пытались с советской властью что-то сделать, но у них ничего не получилось. Войска были разбиты. И, можно сказать, это вот последняя такая вот награда царская. Спасибо вам за просмотр, ребята, что выдержали это долгое видео. Хотел поделиться фалеристикой
новым моим увлечениям. До новых встреч. Спасибо вам.